Военные инженеры – это универсальные специалисты, выполняющие широкий спектр задач для обеспечения боеспособности войск. Их деятельность охватывает строительство, разминирование, установку инженерных заграждений, прокладку коммуникаций, восстановление инфраструктуры и ремонт военной техники. Эти задачи позволяют армии преодолевать препятствия, обеспечивать безопасность, поддерживать мобильность и создавать условия для успешного выполнения боевых операций. Основные задачи военных инженеров – строительство и восстановление, сооружение и укрепление окопов, мостов, временных взлетных полос, полевых госпиталей и других объектов, необходимых для операций, разминирование и обезвреживание, обнаружение и уничтожение мин, неразорвавшихся боеприпасов, самодельных взрывчатых устройств, установка заграждений, создание минных полей, противотанковых барьеров и других препятствий для сдерживания противника, разрушение объектов, подрыв мостов, зданий и укреплений для ограничения передвижения противника, логистика и коммуникации, обеспечение связи, прокладка дорог, восстановление поврежденных коммуникаций, ремонт техники, обслуживание и ремонт военной техники прямо в полевых условиях. Военные инженеры оснащены специализированной экипировкой, обеспечивающей безопасность, мобильность и функциональность в полевых условиях. Таким образом, военные инженеры выполняют ключевую роль в обеспечении безопасности и боеспособности армии. Их задачи, несмотря на высокий уровень риска, критически важны для успеха военных операций, и их оснащение и подготовка постоянно совершенствуются. Пройдемся подробнее по подвидам боевых инженеров. Саперы – это специализированные военные специалисты, чья главная задача заключается в разминировании и обезвреживании взрывных угроз. Они занимаются обнаружением и уничтожением мин, самодельных взрывчатых устройств и других боеприпасов, которые могут угрожать безопасности войск и мирному населению. Саперы обеспечивают безопасное продвижение войск, очищая дороги и создавая безопасные маршруты. В условиях боевых действий их работа имеет особое значение, так как от их действий зависит не только жизнь солдат, но и эффективность операции. Саперы также занимаются установкой инженерных заграждений, таких как минные поля, которые могут замедлить или остановить продвижение противника. Кроме того, они участвуют в подрывных работах, разрушая стратегически важные объекты, такие как мосты, здания и укрепления, чтобы ограничить передвижение вражеских войск. Важной частью их работы является создание безопасных проходов через минные поля, что позволяет войскам двигаться без угрозы подрыва. Экипировка саперов разрабатывается с учетом их специфических задач и высокого уровня риска. Основным элементом их снаряжения является специальный костюм для работы с взрывными устройствами, такой как EOD – Explosive Ordnance Disposal, который предоставляет максимальную защиту от взрывов и осколков. В костюм входит упрочненный шлем с забралом, бронезащита из кевлара и системы охлаждения, чтобы предотвратить перегрев при длительных работах в сложных условиях. Помимо этого, саперы используют перчатки для работы с взрывчатыми веществами, ботинки с противоосколочной защитой и миноискатели, такие как АН-ПСС-14 для поиска мин. Современные саперы также используют роботизированные системы, такие как Talon и iRobot PackBot, которые позволяют удаленно обезвреживать взрывчатые устройства, минимизируя риски для жизни. Дополнительно саперы оснащены различными инструментами для работы с минами, такими как щупы для поиска объектов, шприцы для безопасного детонирования и механические манипуляторы, позволяющие дистанционно перерезать провода или снять устройство. Для выполнения своих задач саперы также используют переносные генераторы и сварочные аппараты, которые необходимы для обеспечения электроэнергии или проведения полевых ремонтов. Современные технологии, такие как дроны с камерами и тепловизорами, используются для разведки и обнаружения угроз на расстоянии. Работа саперов связана с высокой степенью опасности, так как они постоянно взаимодействуют с взрывчатыми веществами, что требует не только высокой квалификации, но и правильной экипировки, способной обеспечить их безопасность и эффективность в условиях боевых действий. Бронекостюм сапера спроектирован так, чтобы защитные элементы перекрывали друг друга, обеспечивая максимальную защиту спереди и минимальную с боков и сзади. Костюм выполняет две основные функции – отклоняет или останавливает осколки от взрыва и поглощает ударную волну, чтобы предотвратить травмы. Современные костюмы изготавливаются из слоев кевлара, пеноматериала и пластика,
покрытых огнестойкими материалами. Разнообразие дизайна подобных костюмов очень большое множество. Помимо его максимальной прочности, он выделяется тем, что содержит наплечники и напашник, а также защиту предплечий и ног. Этот концепт – прекрасный пример того, как можно работать с основным референсом для того, чтобы создать новый дизайн. В Call of Duty есть персонажи, где используется референс напрямую, как, например, тут. Эта экипировка немного напоминает EOD тем, что защищает очень много областей тела. Дополнительно к ней персонаж имеет очень тяжелый и мощный шлем с дополнительной лицевой защитой, напоминающий мотоциклетный шлем. В плане обвесов это подрывник. У него есть граната и лента лаунчеров, навешенная на магазинах. Вот интересный похожий костюм из Хищника, который тоже использует референсом костюмы EOD, а для акцента используют гранаты на груди. В этом концепте мягкая защита, похожая на EOD, немного сдобрена hard surface для раскрытия сайфайной темы. В sci-fi вообще довольно много концептов, которые используют главным референсом EOD, если речь идет о мягкой защите. В этом концепте еще интересно то, как артист работает с этой уплотненной и довольно громоздкой защитой, но при этом концепт персонажей не класса танк. В этом примере концепт сдобрен еще и экзоскелетом, который очень интересно сделан в стиле EOD костюма, тем, что имеет чехол. Это довольно оригинально, потому как чаще всего экзоскелеты выглядят твердыми. Но здесь из-за чехла он выглядит мягким. Напашник с защитой живота формирует одну сплошную деталь, что делает персонажа более цельным. Следующий подкласс – это гранатометчики. Это военнослужащие, оснащенные гранатометами для нанесения ударов на средней и дальней дистанции. Их основная задача – поддержка пехоты и других подразделений с использованием гранатометов для уничтожения вражеских укреплений, техники, пехоты, а также для создания преград на поле боя. Гранатометчики играют важную роль в уничтожении живой силы противника и оказании поддержки при штурме позиций, а также в разрушении различных объектов, таких как мосты или стратегически важные здания. Экипировка гранатометчиков включает в себя легкую броню для защиты от осколков и пуль, а также специализированные подсумки для хранения гранат и патронов. К их вооружению могут относиться различные типы гранатометов, такие как подствольный гранатомет М203, который устанавливается под ствол штурмовой винтовки, или более тяжелое вооружение, например, автоматический гранатомет МК-19 или противотанковый гранатомет АТ-4. В арсенале гранатометчиков также могут быть ручные гранаты, такие как М67 или F1, используемые для подавления вражеской пехоты и создания преград. В играх подобное оружие выступают специальной обилкой, а не основным оружием персонажа, как, например, УЛИС в Battlefield 2042. Кроме оружия, гранатометчики оснащены средствами связи, которые позволяют поддерживать связь с другими подразделениями, а также системами ночного видения и прицелами для точного прицеливания на больших дистанциях. Также часто используются бронежилеты и противоосколочные костюмы для защиты от угроз на поле боя. Эти элементы экипировки обеспечивают гранатометчику защиту и мобильность, необходимые для выполнения его задач в сложных боевых условиях. Вот хороший сайфайный пример, где используются идеи сапера и гранатометчика. Силуэты большинства инженеров довольно мощные. Из-за большой опасности для жизни инженеры очень защищены, и их класс можно отнести к классу танков. Очередной шикарный концепт из колды. Идея подрывателя с гранатами просто умноженная сама на себя. Гранаты формируют очень сильный и оригинальный силуэт. Его высокая шумность хорошо раскрывает тему инженера. Гранаты вариативны по формам и цветам, что улучшает персонажа. При довольно мощной экипировке у нее все равно остаются места для каких-то элементов самовыражения. Например, розовые ножницы и патчи. Это добавляет персонажу индивидуальности. Также довольно редкий шлем для сварки очень хорошо сюда заходит. Вот хороший пример того, как ракетные системы работают внутри игры. Игрок сбивает с помощью стингера вертолет. Следующий подкласс – это строительные инженеры. На поле боя играют важную роль, обеспечивая создание и ремонт стратегически важных объектов. Их функция включает строительство и восстановление укреплений, мостов, дорог, складов, а также создание временных объектов для поддержания боевых операций. Строительные инженеры также занимаются устранением разрушений после атак,
обеспечивая необходимую инфраструктуру для движения войск и поддержки других подразделений. Для выполнения этих задач они используют разнообразные инструменты и технику. К примеру, эскаваторы типа Caterpillar D7 и Komatsu D375 используются для выемки грунта и создания траншей, а краны Terex HC-110 и Liebherr LTM-1320 помогают при монтаже конструкций мостов. Для сварки металлоконструкций применяются эти аппараты, а для работы с бетоном эти. Также строительные инженеры используют портативные инструменты, такие как угловые и шлифовальные машины, и мультиинструменты от брендов Leatherman и Gerber. Подобные инструменты очень сильно выделяются на фоне других милитари-обвесов. Например, здесь у персонажа акцентный и основной элемент располагается на груди, и это дрель. Это хорошо обогащает концепт и делает его более оригинальным. Что касается экипировки, то строительные инженеры обычно носят защитную одежду, предназначенную для работы в экстремальных условиях. Это включает в себя защитные каски, бронежилеты, перчатки, защищенные ботинки и рабочие костюмы, обеспечивающие защиту от механических повреждений и воздействия неблагоприятных факторов. Рабочие костюмы, как правило, включают прочные ткани, устойчивые к износу и порезам, и могут быть оснащены дополнительными защитными вставками для работы в сложных условиях, например, при сварке или на высоких строительных объектах. Используются сварочные костюмы и специальные защитные маски для защиты от искр и вредных веществ. Кроме того, для обеспечения мобильности и эффективности работы строительных инженеров на поле боя они могут использовать портативные генераторы для подачи электроэнергии, дроны для разведки или осмотра объектов, а также переносные радары для обнаружения мин и других угроз. Строительные инженеры чаще всего раскрываются через желтый цвет. Они находятся далеко от поля боя и могут позволить себе насыщенную экипировку. Желтая или оранжевая каска сразу же напоминает о том, что персонаж относится к этому классу. На этом концепте, например, инструмент строительного инженера внедрен в его костюм. В еще более сайфайном референсе видно, как желтый становится основным цветом, а не акцентным. Строительный желтый цвет распространяется не только на строителей, по сути. Он распространяется на весь класс инженеров. Также об этом хорошо сигнализирует и оранжевый цвет, как в этих примерах. А этот пример интересен тем, как много ингредиентов он может включать в себя из темы инженера. Палитра персонажа использует основным референсом рабочий желто-синий костюм. Вдобавок к этому артист использует акцентный оранжевый классический строительный цвет. В него выкрашена та самая узнаваемая строительная каска. В поддержку каски артист добавляет оранжевые скелеты, используя язык дизайна защищенных ламп. Усиленная защита берет свое начало в идее саперного костюма. А по рукам видно, что сам костюм состоит из материала химической защиты. Это интересный перенасыщенный комплекс идей в спектре инженера и саппорта. Call of Duty, как всегда, радует прекрасными концептами, которые интересно порассматривать, и представитель этого класса тоже есть. Самая большая зона, которая отвечает за раскрытие темы строительного инженера, это подсумок у него на ноге. Его длина соответствует бедру персонажа и делает очень сильный и шумный силуэт. Остальные ингредиенты шикарно передают тему, и мы просто их перечислим. Это молот, молоток, отвертки, метр, горелка, очки и веревка. Это отличный ультимативный набор инструментов, которые можно использовать для передачи этой темы. В Division 2 классно компилируется строительный жилет с элементами других подклассов инженера. Также в кармане можно заметить плоскогубцы. В Far Cry 6 тоже можно было встретить персонажей с классическими строительными шлемами. В карманах у этого персонажа тоже есть плоскогубцы. Походу, Ubisoft любит добавлять инженерам плоскогубцы. Этот персонаж, судя по гранатам, ближе к каким-то подрывателям, но он все равно использует акцентные строительные цвета в своем костюме. Или в данном случае это цвета экстренных служб. Инструменты, которые можно встретить у этого подкласса инженеров, очень большое множество. И чаще всего эти инструменты выглядят абсолютно так же, как у обычных цивильных ремонтников. Следующий подкласс – это технические инженеры. Они играют ключевую роль в поддержании функционирования всех видов военной техники и систем, обеспечивая ее исправность и подготовленность к боевым действиям. Их основные функции включают диагностику, ремонт и обслуживание боевых машин, транспортных средств,
средств связи, оружия и другого оборудования. Технические инженеры также могут заниматься установкой, наладкой и модернизацией различных систем, таких как радары, навигационное оборудование и системы управления оружием. Для выполнения этих задач технические инженеры используют широкий спектр инструментов и оборудования. Среди них можно выделить диагностическое оборудование, такое как анализаторы сигналов и мультиметрические тестеры, а также специализированные устройства для настройки и ремонта техники, например, диагностические компьютеры для автомобилей. В их арсенале также есть оборудование для сварки и пайки, например, Miller Dynasty 200 DX, а также инструменты для работы с электрическими и электронными компонентами, включая кабельные обжимные инструменты и осциллографы. На обывательском уровне все эти инструменты выглядят как какие-то айтемы с экранчиками. Полезно понимать функцию каждого инструмента, который вы концептите, но в случае зажатых сроков можно рассматривать идеи с обывательской точки зрения для того, чтобы понять, как проще и быстрее ее законцептить. То есть как именно достать вот то самое первое впечатление от этого экрана, которое должно влиять на зрителя и давать ему понимание этого инструмента как чего-то инженерного. Что касается экипировки, технические инженеры оснащены защитной одеждой, которая обеспечивает безопасность при выполнении работы с техникой и оружием. Это включает в себя защитные костюмы, выполненные из жаропрочных материалов, перчатки, которые защищают от порезов и ожогов, а также каски для защиты головы от механических повреждений. Для работы в сложных условиях используются защищенные ботинки с противоударными носками, защита глаз и защитные маски для работы с вредными химическими веществами или при сварочных работах. Технические инженеры могут использовать бронежилеты для повышения защиты при работе в боевых условиях, а также системы связи, такие как радиостанции и гарнитуры, для поддержания связи с командованием и другими подразделениями. В играх чаще всего ремонт техники выглядит как-то так. У инженера есть специальная обилка, которая называется горелка, и он использует ее для починки техники. У Battlefield 2042 эта функция очень упрощена по сравнению с реальным миром. Дополнительно к базовой экипировке для работы с тяжелыми системами могут быть использованы переносные генераторы и различные технические устройства, такие как специальные инструменты для разборки оружия или оборудования для настройки высокотехнологичных систем, например, для работы с бортовыми компьютерами боевых машин. В дизайне технарей часто можно увидеть раскрытие этой темы через проводочки. Они часто выкрашены в насыщенные цвета и являются очень удобным акцентом, например, как этот провод у него на груди, или же провода, которые висят на поясе у этого персонажа. Следующий подкласс – это пулеметчики. Они выполняют ключевую роль в обеспечении огневой мощи на поле боя, обеспечивая подавление огневых позиций противника, поддержку пехотных подразделений и защиту от вражеских атак. Их основные задачи включают ведение интенсивного огня по противнику с использованием различных типов пулеметов, таких как М249 СОУ или FN МЭК в армии НАТО, а также управление огнем в составе огневых групп. Чаще всего пулеметчики действуют в составе пехотных подразделений, предоставляя плотный огонь, который подавляет противника и помогает продвигаться вперед или защищать позиции. Для выполнения своих задач пулеметчики используют различные инструменты и оборудование. Это прежде всего пулеметы, которые бывают как ручными, так и стационарными, с возможностью установки на бронетехнику или на кораблях, например, М240, универсальный станковый пулемет, который используется на различных носителях. Пулеметчики также применяют специальные системы подачи патронов, такие как ленточные и коробочные магазины, обеспечивающие длительный огонь без перерыва на перезарядку. Такие магазины на концепте очень сильно заметны. Коробочные выделяются тем, что они больше стандартных магазинов. Ну а ленточные зачастую перекрывают вообще всю верхнюю часть персонажа. Например, как здесь. При добавлении этого ингредиента важно помнить, что он очень детальный и шумный, поэтому под ним лучше оставлять места довольно-таки пустыми. В sci-fi довольно часто лента патронов ведет к бэкпэку персонажа. Это выглядит довольно фантастично, но такие элементы можно встретить и в реальной жизни. Это выглядит эффектно, потому что зритель, смотря на фронтальный вид или 3/4 персонажа, ненароком начинает представлять, куда ведет эта лента и как бы моделирует персонажа у себя в голове.
То есть подобные элементы, которые начинаются на одной стороне персонажа, а заканчиваются на другой, выводят его абсолютно на новый уровень. Для точности огня и удобства прицеливания пулеметчики используют различные прицелы, которые помогают вести огонь на большие дистанции. Также важной частью работы пулеметчиков является использование дозаправочных устройств и систем охлаждения для предотвращения перегрева оружия в условиях интенсивного боя. Что касается экипировки и одежды, пулеметчики западных армий оснащены защитным снаряжением, которое призвано обеспечить их безопасность и эффективность на поле боя. Основным элементом является бронежилет, конечно, защита от пули и осколков, которые часто включают в себя дополнительные модули для защиты от ударов в ключевые зоны тела. В остальном экипировка очень похожа на то, что было описано в предыдущих подклассах. Это тоже довольно перегруженные бойцы из-за размеров патронов пулемета. Также есть хороший пример Кроуфорд из Battlefield 2042, который таскает пулемет у себя за спиной. Можно заметить, что у него не сильно много инженерных обвесов. Это произошло из-за того, что Battlefield 2042 пытался сменить классовый подход к более геройскому шутеру с унифицированными героями. Следующий подкласс — это артиллеристы. Они выполняют важную роль в обеспечении огневой поддержки на поле боя, используя различные виды артиллерийского оружия для нанесения ударов по целям на дальних дистанциях. Они отвечают за управление артиллерийскими системами, такими как гаубицы, зенитные орудия, противотанковые орудия и реактивные системы залпового огня. Основная задача артиллеристов заключается в нанесении точных и мощных ударов по вражеским позициям, уничтожение укреплений, техники и живой силы противника, а также поддержание наступательных и оборонительных операций. Артиллеристы также могут заниматься корректировкой огня, используя беспилотные летательные аппараты или другие средства разведки для уточнения местоположения целей и обеспечения точности огня. С дронами в дизайне надо быть поаккуратнее, потому как больше всего они ассоциируются с классом Recon. Артиллеристы используют разнообразное оружие, включая гаубицы, 155 мм орудия, реактивные системы залпового огня и зенитные установки. Они работают с различными видами боеприпасов, такими как осколочно-фугасные, кумулятивные, кассетные боеприпасы, а также корректируемые снаряды, которые позволяют точно поражать цель. Артиллерийские системы могут быть как буксируемыми, так и самоходными, что дает артиллеристам мобильность и гибкость в боевых условиях. Для выполнения своих задач артиллеристы оснащены различными инструментами, которые включают приборы для прицеливания, баллистические калькуляторы и системы наведения, которые позволяют рассчитать траекторию полета снарядов и корректировать огонь. Они также используют дистанционные средства управления огнем для обеспечения точности выстрела. Артиллеристы могут работать с цифровыми картами, системами связи для координации действий с другими подразделениями и управлением огнем. Дополнительно используются тепловизионные прицелы, оптические дальномеры и другие устройства для обнаружения целей и оценки ситуации на поле боя. На этом подклассе мы не будем останавливаться долго, потому как арта настолько здоровая, что не может никак отразиться на концепте самого персонажа, а является просто отдельным концептом самой артиллерийской установки. А вот концепт танкистов уже более узнаваемый. И следующий подкласс, который мы рассмотрим, это танкисты. Они обеспечивают эффективное использование бронетехники в различных боевых условиях. Основная задача танкиста заключается в управлении танком, точной стрельбе, а также в координации действий с другими членами экипажа. Танкист должен быть готов к быстрому реагированию на изменения обстановки, контролю за системой вооружения, мониторингу окружающей среды и взаимодействию с командованием. Важной частью работы является выполнение боевых задач на различных территориях, включая городские, открытые пространства и сложные природные условия. Танкисты обеспечивают поддержку пехоты, уничтожение вражеской техники и укреплений, а также занимают оборону. Экипировка танкистов ориентирована на защиту, комфорт и эффективность в ограниченном пространстве танка, где температура может сильно варьироваться, а условия быть крайне сложными. Одним из ключевых элементов экипировки являются комбинезоны. Эти комбинезоны выполняются из огнеупорных материалов и защищают танкистов от ожогов при попадании в танк снарядов или в случае взрывов. Материалы, такие как Nomex и Kevlar, которые используются в этих комбинезонах, позволяют эффективно защищать от огня и механических повреждений, оставаясь при этом легкими и гибкими для удобства движений. Комбинезоны также часто оснащены встроенными системами охлаждения, чтобы снизить перегрев, особенно в жарких климатических условиях, и обеспечить танкисту дополнительный комфорт в тяжелых условиях боевых действий. Танкисты носят специальные шлемы,
которые имеют дополнительные функции для улучшения их безопасности и боевых характеристик. Эти шлемы часто включают в себя встроенные системы связи, позволяя танкисту поддерживать связь с другими членами экипажа и командованием. Шлемы могут быть оснащены защитными забралами, которые защищают лицо от осколков и прочих повреждений. Для управления танковыми системами танкисты используют различные инструменты и оборудование. Это может включать мультитулы, предназначенные для экстренного ремонта, а также системы навигации, которые обеспечивают точное расположение танка на поле боя. Следующий подкласс такой же узкоспециализированный, как танкист. И это огнеметчик. Огнеметчики используют огнеметы для уничтожения вражеских укреплений, техники и живой силы на коротких и средних дистанциях. Их основная функция заключается в подавлении противника с помощью интенсивного огня, который может пройти через баррикады, траншеи и другие защитные сооружения. Огнеметчики действуют как в составе пехотных подразделений, так и в составе спецгрупп, выполняющих задачи по зачистке зданий и территорий. Их оружие позволяет создавать зоны с высокой температурой, что делает его опасным как для врага, так и для техники, придавая тактические преимущества при штурме или в обороне. Для выполнения своих задач огнеметчики оснащены специализированным огнеметом, которые могут быть как переносными, так и установочными. Например, как флэш. Кстати, довольно часто, как и на этом концепте, можно встретить огнеметчиков, которые вместо того, чтобы иметь очень защищенные костюмы, что логично при работе с огнем, имеют как раз-таки голые конечности. Это все связано с более легким восприятием, что работа с огнем это очень жарко, поэтому персонаж логично будет не иметь на себе очень много одежды. Эти устройства могут использовать различные типы топлива, включая напалм или другие горючие вещества, которые эффектно распространяются на дальние дистанции. Экипировка огнеметчиков разработана с учетом повышенных рисков, связанных с огнем и высокими температурами. Они носят защитные комбинезоны и костюмы, которые обеспечивают защиту от огня и высоких температур, часто изготовленные из огнеупорных материалов, таких как Nomex. Эти костюмы обычно включают в себя защитные элементы для тела, рук и ног, а также специальные прокладки, которые обеспечивают защиту от ожогов. На голове у огнеметчиков часто носится шлем с защитным забралом, а также очки или маска для защиты от дыма и токсичных веществ. В зависимости от задания огнеметчики могут также использовать защиту от химических угроз и противогазы, что роднит их с саппортами. Следующий подкласс – это инженеры по снабжению. На поле боя обеспечивают войска всем необходимым для поддержания боеспособности и выполнения поставленных задач. Они снабжают продовольствием, включая индивидуальные рационы питания, такими как МРИ, и питьевой водой, зачастую доставляемой в полевых условиях с помощью мобильных систем водоочистки. Для обеспечения топлива и смазочных материалов используются мобильные топливозаправочные системы, которые позволяют оперативно заправлять транспорт и технику. Боеприпасы, начиная от стрелкового оружия до артиллерийских снарядов, транспортируются в безопасных модулях-контейнерах, таких как 3 Container System, что ускоряет их распределение. Инженеры также занимаются поставками медицинских комплектов и оборудования для первых полевых операций, включая модульные полевые госпитали, запасные части для техники, инструменты для ремонта, палатки и другие оборудования для базового размещения войск, такие как DRA-CH, также находятся в их зонах ответственности. Этот класс по факту является саппортом, но так как не фиксируется ни на чем медицинском, часто причисляется к инженерам. Или наоборот, саппорты, которые полностью выглядят как инженеры, снабженцы, причисляются к саппортам. Вот как раз уместный пример персонажа из Battlefield 2042. У него абсолютно нет никаких медицинских обвесов, на груди довольно много гранат и газ-маска, за спиной громадная снабженская сумка и красная противотанковая мина или что-то в этом духе. И очень узнаваемые инженерные очки. При этом этот персонаж числится в саппортах. Но есть скины на него, которые усиливают его инженерность, наверное, в 100 раз. Благодаря рулетке, растяжке, противотанковым минам, скотчу, С4 на груди и современному танковому шлему. Другой скин на этого персонажа тоже явно имеет инженерный подтекст, но выполненный уже в более таком цивильном виде. Из этого можно сделать вывод, что граница между двумя классами саппорт и инженер довольно размытая, особенно если речь идет о инженерах снабжения. Снабженцы очень сильно перегружены, они таскают не только амуницию, но иногда еще и аптечки. В общем, инженеры в играх — это класс, специализирующий на строительстве, ремонте и технической поддержке. Они часто создают турели, ловушки и защитные сооружения, ремонтируют технику и обеспечивают команду полезными устройствами.
Благодаря своему арсеналу инженеры могут контролировать пространство, усиливать союзников и наносить урон врагам с помощью автоматических систем. Этот класс сочетает тактическую гибкость с высокой эффективностью в поддержке и защите. Примеры инженеров можно встретить в очень большом количестве игр, где их способности определяют исход многих сражений. При создании инженера важно помнить, что подклассы очень сильно переплетаются между собой, и найти чистого представителя определенного подкласса довольно сложно и не сильно нужно, потому как дополнительные элементы из других подклассов насыщают персонажа и делают его разнообразнее и интереснее.